Друзья, всем привет! Продолжаем нашу строительную эпопею на нашей дачке. И в этом видео я хочу рассказать вам о том, как мы пристроили к нашей пристройке классное деревянное крылечко. Итак, недавно мы положили плитку рядом с нашей пристройкой, и до этого все равно прыгали по блокам. При этом мы делали небольшой такой участок данной плитки, потому что здесь у нас находится проезд, и сужать его не хотелось. А крыльцо мы будем строить, как говорится, из палок и сопутствующих материалов. После того, как мы построили крышу, у нас осталось 5 деревянных балок, 5 обрезок и немножко доски. Использовать мы будем балки 50 на 150. Из них мы будем собирать непосредственно упорный скелет нашего крыльца. Еще 2 года назад мы купили вот такую вот электропилку от фирмы Vortex. И я хочу сказать, что это очень классный инструмент. Нажал кнопку, и все случилось. Не нужно ни заправлять, ни дергать, ничего. Ей мы аккуратненько отпиливаем все лишнее после того, как мы собрали вот такую вот боковину. Их будет 2. В дальнейшем они будут скрепляться между собой и составлять скелет нашего крыльца. Первую мы используем как шаблон и ровненько на ней строим вторую, чтобы они были абсолютно идентичны. При этом вторая у нас будет в зеркальном отражении, чтобы внутренние части обоих боковин были именно внутри. Точно так же все ровненько и красивенько отпиливаем по углам и в дальнейшем приступаем к сборке. Ставим их вертикально и скрепляем между собой вот такими вот продольными балками. Здесь мы используем брус 5 на 10, а именно остатки от него, опять же обрезки, то, что валялось по двору. В дальнейшем приступаем к установке ступеней. Чтобы сделать ступеньки, нужно поставить вот такие вот упорные бруски. И их мы обязательно ставим под уровень, ведь мы хотим, чтобы ступеньки были ровные. Ступени собираем из 2 частей. Одна доска 50 на 150 и вторая 10 на 50. Получается прочно, и общая ширина 25 см. Этого вполне достаточно для взрослого человека. 15 было бы мало. По центру на все это дело ставим еще один брус 50 на 100. Он будет упором для пола, чтобы он не прогибался, потому что ширина крыльца получается примерно метр. Вот скелет собран. Получается прочно, нигде ничего не шатается. И в дальнейшем обшиваем его доской. Доску мы будем опять же использовать ту, которая у нас оставалась. У нас оставалось 7 вот таких вот досок, 8,5 на 4 метра. Их мы напиливаем на нужные нам длины и друг за дружкой ровненько закрепляем. Тем самым получаем ровный пол. А это следующий день. Пол зашит, все получается достаточно ровно и красиво, но это же дерево не шлифованное, а нам такое не пойдет. Хочется, чтобы было все очень аккуратно и красиво, да и ноги босиком не поколоть, за нос не загнать. Поэтому берем болгарку, ставим на нее шлифовальный круг и начинаем долго и упорно все это дело шлифовать, почти до ровного зеркального состояния. Пылище, конечно, стояло ужасное. Чтобы зашлифовать эти 2,5 квадратных метра, я потратил 3 или даже 4 часа. Но зато получилось очень четко. Зашлифовываем полностью верх пола, все острые углы, зашлифовываем ступени. После этого приступаем к дальнейшим работам. В дальнейшем будем собирать верх нашего крыльца.
оно тоже будет гладким и все будет зашлифовано. Но вертикально шлифовать, да и на весу, уже неудобно, поэтому заранее зашлифовываем каждую деталь. Вот в какую красоту превращается обычный необрезной, не ошлифованный брус после того, как его шлифануть болгаркой. Вопрос, зачем платить больше? И, кстати, вот таким вот кругом шлифовать гораздо удобнее, чем обычными наждачными кругами. Столбы на нашем крыльце мы будем крепить вот на такие вот специальные крепления. Их будет всего 4. Сильно заметно их не будет. А с музыкой работать веселее. Колоночку мы когда-то купили на Алике, и она весь день заряжается вот от такой вот солнечной панели. В принципе, все отлично хватает, все работает, рекомендую. Закрепляем наши столбы. Можно сказать, это единственное, что было куплено. Все остальное, как я уже говорил, у нас было. Мы собирали это фактически по двору. Собираем верхнюю часть, скрепляем полностью весь каркас в прямоугольник, также ставим центральную опору и в дальнейшем крепим крышу. А для крыши мы использовали обычный профлист, чтобы все это выглядело гармонично вместе с нашей существующей крышей на нашей новой пристроечке. В принципе, получилось очень даже. Дальше собираем перила. Берем брус 5 на 5, точно так же зашлифовываем его до блеска, вбиваем в него сверху и снизу 2 гвоздя, вбиваем саму перилину непосредственно в пол, снизу ее крепим саморезом, а в дальнейшем наверх будет набиваться уже перила. Перила мы делали, опять же, из бруса 5 на 10. Тем самым все ровненько становится и нет никаких перекосов и зазоров в материале. И финальным штришком у нас идет вагонка по низу крыльца. Обрезки вагонки нам любезно предоставил сосед. Мы их обрезали под размер и полностью по кругу обшили наше крылечко. Вот такая вот красота получается. При всем при этом затрат только на 4 столба и на 3 профлиста. Но оставлять его просто так, в виде дерева, нежелательно, потому что все это дело очень быстро убьет солнце. Поэтому берем специальную пропитку для дерева и покрываем полностью все наше крыльцо сверху донизу. После того, как его покрыли, было ощущение, что мы покрыли его лаком. Оно стало глянцевое и как будто такое мокренькое. Но этот эффект прошел буквально за день. Пропитка впиталась и перестала блестеть. И вот конечный результат. Что скажете? По-моему, получилось очень даже ничего. Достаточно удобные широкие ступени, высота между ними примерно 18 сантиметров, подниматься легко и ногами ни за что не цепляешься. Единственное, что пришлось изменить в конструкции здания, это всего лишь перевесить нашу камерку, потому что верхняя часть крыльца проходила ровно там, где она висела. Теперь она смотрит ровно на крыльцо. Можно сказать, что основные строительные работы в этом сезоне уже закончены, но нас ждет еще очень серьезные перемены, а именно в электричестве. Об этом я расскажу отдельно. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!